Решил все-таки поехать до Альгесироса, до ближайшего большого города в сторону Португалии на автобусе. А оттуда уже буду пытаться стопить, там дальше идут более мелкие деревеньки, и мне кажется, выше шанс поймать попутку. Eso es última parada. Muchas gracias. Luego. Y necesito cargar un poquito mis powerbank. ¿Posible dejar este? Único enchufe allí. Aquí. Sí. Muchas gracias. Media hora está bien. Окей, я вышел за черту города Альгесироса. Сейчас немножко подзаряжу powerbank. Часика пол посидим, отдохнем и будем пытаться словить тачку. Hola, señor. Buenos días. Tal vez habláis inglés? Yeah, where you going? Yeah. I'm going to direction of Portugal. Oh. I know. But But it's the same direction, so anywhere Tarifa? would be great. Tarifa would be great, yeah. Before you studied in a foreign school or what? No, in regular school in Ukraine. But you learn English there. Yes, learn a bit in school. Picturesque over here. Dime, guapo. Conduciendo, tío, ¿y tú qué haces, tronco? Мы едем с чуваком по имени Амин, и он меня привез на пути в Тариф, в такое местечко. Сказал, иди с фоткой и поедем дальше. Вот там уже идет Атлантический океан, и вот это побережье, которое, не знаю, надеюсь, вам видно, вам точно его видно, это Марокко, Африка. Танжер и прилегающий агломерат. И мы сейчас направляемся вдоль этой дороги и направо. Вдоль побережья Испании. Итак, мы в Тарифе. Уже неплохо. Lo siento si estoy divagando, hay una preguntita. Soy viajero y yo voy en dirección de Cádiz o Bejer. Y si tú también ir en esta dirección. Paro aquí al lado. Ah, ладно. A la vuelta. Entiendo. No te merece No hay la problema, no hay No te problema. merece la pena el viaje. Ok, suerte, gracias. Lo siento si estoy divagando, hay una preguntita. Soy viajero y yo voy en dirección de Cádiz o Bejer y tal vez si tú también ir en esta dirección. Voy muy cerca a trabajar. Ajá. Y tengo el coche lleno completamente de herramientas. Veo, ok. Perdón, No hay problema. Pero Gracias, anyways. seguro que sí, alguien pasa. I'm a traveler. I move to the direction of Cádiz or Bejer. I just wanted to ask if you go in the same direction, maybe you can catch me up. Yeah, but we are full. We have 2 kids. I see. No problems. Sorry. Thank you anyway. Good luck. En dirección de Cádiz o Bejer. Y si tú también ir en esta dirección. No cabes ahí, amigo, llevo 2 niñas ahí. Veo, ok. No hay problema. Sube aquí en el techo. No hay problema. Попытка автостопа на заправке не принесла успехов. Я проторчал там порядка 1,5 часов. Но хотя бы успел подзарядить пауэрбанк. Тем временем мы проходим поселок Тарифа, который называют столицей ветра. Потому что тут встречаются ветер из Атлантики, океанический, и материковый. И поэтому здесь всегда какие-то завихрения, сильные потоки и постоянно очень ветрено. И в связи с этим здесь постоянно, куда бы ты ни посмотрел, можно увидеть
ветряные мельницы вот там на склоне усеяно. И также это мекка для кайтсерферов, чуваков, которые, стоя на доске, держат парашют такой небольшой и растекают в открытом море на них. Вон, кстати, один красный видно отсюда. Me también, ¿no? Yeah, you too, if you want, of course. Es memories. Yes, With you now. What? So, But now time to say goodbye. Good luck for your travel. Okay. Thank you very much. Bye bye. Nice to meet you. Bye bye. Take a smile. Только поднял руку, буквально через 1,5-2 минуты остановилась тачка. Меня подобрали 3 испанских хипстеров, чувак и 2 подруги. Прикольные ребята, жалко, они только ехали на ближайший пляж. То есть мы с ними провели буквально минут 10-15. Такая здесь локация возле трассы, как в каком-то 3-м Фалаче. Наша цель сегодня — это добраться до Кадиса. В принципе, это трезвая, адекватная цель. До него 86 километров. И сейчас только 2:30 дня. Поэтому объективно мы должны с этим справиться. ¿Está bien? Bye-bye, my friend. Подвез нас какой-то местный гонщик. Просто топил на своем фиате, красавчик. Свои. Don't worry, brother. Don't worry. Le puede decir hola, se llama Iván. Hola Iván. Buenas tardes, señora. Mucho gusto. Buena. Igualmente. Es que No te asustes, que estoy de broma con No, el niño, ¿eh? es ucraniano, no sé si no entiende muy bien el español, entonces. Adiós. This was fun. My man. Y te encuentra el parque con la Plaza de España, que ahí es donde se grabó Star Wars, Ok, ok. ¿vale? Y nada, y ya pues a visitar Sevilla. Vale, ¿Vale? yo ¿Tienes veo... mi teléfono? Sí, sí, yo tengo Cualquier el cosa me teléfono. llama. Sí. ¿Vale? Vale. Venga. Venga, muchas gracias. Luego. La buena. Мужики, мы в Севилье. Мне Оскар дал план, куда идти, что делать. Но я понял из всего процентов, может, 20, что он мне рассказал. Но сейчас что-то придумаем. Зацените, какой я нашел кинотеатр. Я думал, это вокзал снаружи, и снутри выглядит так же. Dice que bueno. Короче, зажадился я на хостел. Нашел большую относительно парковую зону на карте, недалеко от центра Севильи. Но пока, я не знаю, вам видно, но это больше выглядит как пустырь. Сейчас нужно найти место, где погуще деревья, и можно будет кинуть гамак.
Вчера я так и не нашел места между деревьями, где кинуть гамак. Но нашел вот такую вышку. Зацените. 7:30 утра, уже ходят люди. Надо вставать, собираться. И вновь начинается бой. ¿Cómo puedo cruzar en otro lado? Ese puente. Eso puede. Ah, gracias. Pasa. Antes de llegar al puente, Ajá. subes por aquí, un caminito que hay, Ajá. y cruzas para allá. Como aquí. No. Aquí. Ajá. Ya. Sí, entiendo. Un poquito así. Ajá. Cruzas. Muchas gracias. Buen día. Я покушал, подзарядился, отдохнул, готов отправляться в путь. Сегодня очередной испанский знойный безоблачный день, который обещает 40 градусов к полудню. Но мы пока держимся. Мы направляемся из Севильи в направлении Португалии на запад. И хотел бы, честно, попасть сегодня вот в эту Уэльву, чтобы там переночевать нормально и уже завтра двинуться на Португалию. Вот эта желтая дорога, это магистраль, это большая автострада, которая ограждена отбойниками, и там мы точно ничего не словим. Поэтому мой план — это выйти на вот эту соседнюю поменьше дорогу, беленькую, которая тоже идет чуть-чуть в объезд к Уэльве, и по ней добраться на попутках. Buenas tardes. Nice outfit. ¿Qué te vender? Pañuelos. Ah, pañuelos. Yeah, €1. 1 euro. Ah, Yeah. soy pobre viajero. Ah, no. Perdone. No, perdona, no. Suerte y не Suerte, бизнес. guapo. Gracias. Попал в какое-то гетто. Смотрите, кактус. Check this out, boys. Котейки. Hello, Kitty. Я слышу звук телевизора, то есть это жилые дома. Ну да, вазоны с цветами. И какой-то шум, я не пойму, это не птицы или это насекомые. Вы слышите? Идет откуда-то сверху. То ли это электропровода так жужжат, то ли что, непонятно. Вечером наверняка было бы стрёмно ходить по таким местам. Плантация кактусов. Может, они здесь варят какие-то напитки из кактусов. Блять, куда-то я не туда иду. Я иду не туда, куда надо. Чья-то тачка.
пожалуйста. Севилья. Во всей красе. Вот еще трущобы. Они продолжаются. Тент какой-то. Мы поднялись чуть-чуть выше. И здесь уже видно такие дома поприличней. Но все равно видно, что это для... Ну, какой-то район на окраине, неблагоприятный, необустроенный. Хотя, с другой стороны, вполне себе здесь прилично. Спокойно, где? Видна аптека, машины стоят. Хотя вот заходишь во двор и как-то хз. До того поворота, куда нам надо, показывает час. Поэтому, в принципе, можно дойти, но я попробую словить какую-то попуточку. Минут 15 постоим, если нет, то пойдем пешком. Такой полупустынный пригород Севильи. Но оно, в принципе, и понятно, какой дурак будет, кроме меня, гулять по такой жаре. Мы с вами сейчас проходим городок под названием Гиннес. Алкоголикам привет, остальным соболезную. Good boy. Зацените эту черную молнию. Интересно, с какого она года? Hola. ¿No te importa? No, no, para nada. ¿Cuántos años tiene este coche? Este Sí. es del 70 y algo, unos 50 años. Ajá. Allí dentro hay uno que está ya reparado. Allí en el local de al lado. Dentro reparando. Dime. No tengo. No necesito. En el otro lado, en el otro local, Ujú. ¿vale? Tenemos uno igual que este, reparado, arreglado. Ah, Está reparado. bien. Claro. Como Este tiene como vamos a nuevo. restaurarlo, a dejarlo nuevo también. Ajá. Vale. Gracias, gracias. Me gusta coche. ¿Eso para qué? ¿Ah? ¿Eso para qué? Eso video para mostrar mis amigas, mis familia en Ucrania, cómo es vida en España. Hola, Soy ¿cómo viajero. se dice ahora en Ucrania? Привет, добрый. Привет. Привет. ¿Cómo se llama? Mohamed. Mohamed. Nice to meet you. Mucho gusto. Igualmente, hasta luego. Гуэста. Хотел поменять пластырь на ноге. Порезался. Не режьте на себя, режьте от себя. Мой совет. Мой любимый фрукт. Жалко, что не спелые. Но вот этот ничего. Вполне съедобный, 100%. Он очень сладкий и терпкий. Намного более терпкий, чем которое красное вы покупаете на рынке, в магазине обычное. Но этот и слаще. Уже 5:30 вечера. Я все еще иду, все еще. Я не могу найти место, где можно нормально остановиться и попробовать стопнуть машину. Вот буквально сейчас только появилась такая экстренная полоса, но она все равно довольно тонкая, и будь я водителем, я бы здесь не остановился.
Пошел 7 час вечера. Я весь день на ногах, весь день иду. Но есть прекрасная новость, есть отличная новость. Дело в том, что я приблизил карту, и оказалось, что в 7 километрах от нас есть озеро и какая-то речушка небольшая. И это супер отличная новость, потому что мы как раз дойдем туда примерно часам к 8, сможем там покупаться, постираться, отдохнуть, просто зачилиться. Здесь, в Андалусии, по сути, засушливый регион, и он с каждым годом становится все более субсахарным. То есть все больше рек высыхают горных, все больше подземных ручьев высыхает. Поэтому озеро здесь найти или речку супер редкость. И я очень рад, что у нас как раз по пути одна из них. Cerca de esta El Guadiamar, el río Guadiamar. mira. Sí. Yo voy aquí. Corredor verde del Guadiamar, correcto. Sí. Todo recto, Todo recto, sí. Cruza el pueblo y baja una cuesta y ahí llega, ¿vale? Sí. Pero en carretera, Ajá. ¿Es prohibido caminar aquí? Sí, no, Sí. pero tiene que caminar en el sentido contrario, Ah, en aquel lado, Por para, si viene un para coche, que usted se retira. vea Vale. los coches de Ah, frente, entiendo. no de espalda. entiendo, ¿eh? entiendo. Usted tiene que ver los coches venir para acá. Sí, Por la derecha no, por la izquierda. por la izquierda. Entiendo. Muchas gracias. Vale, vale. Gracias. Tiene que llevar un chaleco reflectante. Reflectante. ¿Lo tiene? No, no. Tiene que llevarlo para andar. Vale, por yo carretera. comprar. ¿De acuerdo? Después. Vale, gracias. Так, остановили копы. Но это не совсем копы. Это гвардия Сивиль. Здесь несколько подразделений. Не знаю, как их назвать. Этих полицейских. В общем, типа дорожная полиция. И мне сказали только что по той стороне, по правой, идти нельзя. То есть можно идти вдоль дороги, но нужно идти по левой стороне, чтобы я видел встречные автомобили и чтобы они видели меня. Ну, типа, меня и так будут видеть, но чтобы, наверное, я имел обзор, что на меня едет, и мог там, типа, сманеврировать, не знаю. Ну, короче, сказали перейти дорогу, идти по левой стороне. Вот прям заливает глаза. Осталось недолго. Час плюс-минус, и мы у цели. Светофор Шрёдингера. Я уже на днях сравнивал пейзаж с Fallout'ом, но здесь, посмотрите, ну прям явно пустошь какая-то дикая и две высотки. Раз, два. Просто посреди ничего. По-любому это или какая-то резиденция вампиров, или оплот Братства Стали. Блин, это очень грустно выглядит. Ну, как бы в целом пейзаж-то прикольный. Но это лужа. Это просто большая лужа. Здесь не получится ни покупаться, ни ничего сделать. Просто две огромных лужи. И конь. Google показывает, что здесь должна протекать река. Если ее не будет, то пройдем еще чуть дальше. Там показывает еще одно озеро. Но не может быть так все грустно. О, смотрите, прудик. Небольшой. Но хотя бы есть доступ к воде здесь. Какой-то. Я покупался, постирал какие-то свои вещи, но в тот же час, пока я это делал,
Меня просто изничтожили комары. Была просто колоссальной ошибкой не взять никаких средств. Ну, все равно бы это и не помогло, пока я купался. Короче, я оделся как мог, защитился по максимуму. Сейчас обуваю кроссовки и идем искать место для ночлега. Потому что уже минут через 15, я думаю, будет темно. Доброе утро. Уже почти 11 утра, я еще не вставал. Поздно очень заснул. Не знаю, ноги супер болели и какое-то возбужденное состояние было. Не знаю, последний раз я смотрел в телефон, было 2 ночи, я еще не спал. И в целом такое, знаете, бывает, когда ты объективно ты поспал, но ты не замечаешь моменты, когда твое сознание уходит, и когда ты просыпаешься, и тебе кажется, что ты просто не спишь. И отдохнул, честно, так себе, ноги до сих пор болят, но нужно вставать. Честно, я бы, возможно, и провел бы здесь просто денек, почилил бы, если бы у меня была вода и зарядка. Вчерашние 2 высотки из Fallout оказались огромными опорами какого-то моста. Сейчас поближе видно, что от них натянуты тросы. А здесь, кстати, как будто бы к себе домой попал. Подсолнухи, электровышка, какие-то развалины. Приходится идти по дороге однополосной, потому что здесь, ну, негде объективно. И водители поэтому не очень довольны, сигналят. Выезжают аж на другую полосу, чтобы объехать. Не продумано для путешественников пеших инфраструктура, конечно, в Испании. Hola. Buenas. Disculpe si estoy divagando, una preguntita. Soy viajero y soy de Ucrania y yo ir en dirección de Huelva. Tal vez tú también irán. No, yo voy aquí, yo voy aquí. Vale, vale. Vale, entiendo. No hay problemas, gracias. Dirección Huelva está aquí, ¿sí? Huelva no, Huelva está ahí. Huelva. Acá. Esta Está a 70 kilómetros. No llega a 70, no llega. Sí, sí. Pero, vamos. Yo vivo en este pueblo, vivo ahí. Aunque yo voy para arriba. Vale, vale. Pero mira cómo va la pista para Huelva. Tengo que trabajar y el tiempo se fue. Gracias. Подобрал меня парень по имени Оскар, еще один Оскар. Подбросит меня сейчас чуть ближе к Португалии. Он работает в Гвардии Сивиль. И, короче, сейчас опаздывает на работу и сказал, что вообще путешествовать так незаконно. Но он высадит меня на заправке и, короче, сейчас заедет на работу, переоденется, вернется к заправке. Если меня никто не заберет, то он подкинет меня еще чуть дальше, к Португалии. В общем, я зашел в супермаркет перекусить, позавтракать. И по пути меня что-то начали обуревать все более и более сомнения, что я не смогу найти такого же еще Оскара. И я решил вернуться на эту заправку, на которую он меня высадил, подождать его. В принципе, уже прошло 40 минут, он мог уже переодеться, заехать, увидеть, что меня нет, и поехать дальше. А может, это он, подождите. Вот тачка едет. Гвардия Сивиль. Может, это он? Это было
было бы мега обидно. Потому что вон та заправка. 6:30 вечера, я до сих пор сижу на этой заправке. У меня созрел план эвакуации с этого места. Я заказал себе поездку в Блаблакаре, но водитель в последний момент отменила ее. И сейчас я нашел еще одну поездку в соседнее поселение, тоже на побережье океана. Но что-то у нас возникают проблемы с пониманием друг друга. Я не могу отправить ему номер WhatsApp, не дает приложение Блаблакара. Он не понимает, где я нахожусь. Короче, он выезжает через час. Я надеюсь, мы сможем договориться. Он меня найдет и заберет отсюда. Luego. Так. Мы в Исла Кристина. Особо у нас нет времени сегодня гулять и рассматривать город, потому что уже 9 вечера. Я иду сразу в сторону пляжа, подбирать себе место для сна. Здесь довольно необычный рельеф, кстати. Много всяких заливов, разливов. Это видно дельта реки. И пока меня привлекает вот эта пустошь, которая находится через залив от основного пляжа. Там почти нет людей, и я думаю, там можно будет спокойно разложиться на ночь и отдохнуть. Потому что сегодня пятница, и по-любому на пляже будет какая-то движуха. Поэтому нужно отойти от него немножко. Вот так сегодня выглядело мое место ночевки. Вон там пляж, побережье. Я здесь чуть-чуть в отдалении. Спалось в принципе неплохо. Единственное, что доставали комары и какие-то мошки. И не совсем ровная поверхность. И мой спальник чуть-чуть съезжал постоянно, приходилось его подтягивать время от времени. Утро выходного дня, людей пока на пляже почти нет, никто не купается. Предлагаю нам первыми это сделать. Провели ночь в городке Исла Кристина. Я неплохо отдохнул, освежились, покупались. Сейчас допиваем кофеек и отправляемся дальше в путь. Сегодня в идеале достичь Португалии. Такой небольшой рыбацкий городок, классический испанский. Белые домики, узкие улочки. Симпатично все. Здесь необычный ландшафт, то есть или рельеф, наверное, правильнее сказать. Много таких затоков. Получается, здесь как дельта реки, которая расходится на много русел. И в этих руслах вот стоят рыбацкие судна, всякие катерки, лодочки. Ну а мы покидаем этот прекрасный город и движемся дальше. Имеется такая заправка на выезде из города. Давайте попробуем немножко поспрашивать. Вдруг нас кто-то подберет. Bien, okay. Okay. ¿Ah? Bien. Sí, bien, pero autostop aquí en España es muy difícil. Es difícil. Es difícil, sí. Después de... El carrito, no posible stop de coche.
¿Qué dirección llevas? ¿Dónde vas? En Portugal, A Portugal. al principal en Portugal y después en Asia, maybe. No lo sé. ¿Qué tienes? ¿Canal de YouTube? ¿YouTube channel? No tengo, no ¿No? tengo. Ah, ok. Pero en futuro, sí, maybe. Soy viajero, yo ir en dirección de Portugalia. Sí. Y tal vez si tú también vas en esta dirección, puedes darme un aventón. Sí, yo voy hacia Portugal, de hecho. ¿Sí? Sí. Oh, y Además está viajando siguiente los que hacen, tú sabes. Sí, si lo sí, puedes sí. llevar a ¿puedes darme un aventón? Sí, sí, yo voy hacia acercarlo hasta la Portugal. frontera. Oh, y qué ya bien. por allí. Yo Qué voy bien. hacia Portugal, sí. Qué Si bien. quieres venirte, Yeah, muchas gracias. Qué guay. sin problema. Cool, cool. ¿Habláis inglés? ¿No? Un poquito. Poquito, vale. Buen viaje. Gracias, gracias, señor. ¿Tu experiencia en España te gusta? ¿Qué? ¿Tu experiencia aquí en España? Ah, sí, es muy bien experiencia, sí. Me gusta España. Pero en verano mucho calor. En costa está bien, pero en Madrid mucho calor. Demasiado. Ah, okay. So you play guitar for Ivan Rakitic? I am a singer Uh-huh. from a band, rock band. Ah, so you are a singer in a rock band? Yeah. Ah, cool. And ¿cómo se llama tu banda? Superstition cover band. Oh, let me check. Cover song. Do you have some tracks on YouTube, maybe or SoundCloud? Yeah, In Instagram? Yeah, in Spain. Nobody speak English, but in Portugal, everyone. Ah, okay. Oh, and La Costa, at the coast, like a lot of people speak English because it's a lot of tourists there and a lot of cafes, and they need to know English. Yeah, but in the continental part, like in the capitals, in big cities, yeah, not quite a lot of people speaks English. But it's okay. It's okay. It's kind of improving my Spanish when I was traveling with people who don't speak English. I was trying to speak in my Spanish and aprender un poquito. Y aprendes muy rápido. Aprendes rápido. 6 meses y hablas bastante bien. Gracias. Indios, pakistaníes, ingleses, alemanes, holandeses. Aquí en Sur Portugal. En esta zona, sí. Muy turística. Sí, Colombia, ucraniano, Sí, España, de todo el mundo. también aquí. Multicultural car. ¿Nos hacemos una foto? Sí, sí. Vamos. Gracias, amigos. You're Espero really que nice people. te vaya todo bien y que sigas tu camino. Wish you all the best. Now I'm your follower. Will listen all your songs. I will follow you. Thank you very much. Good luck. Bye bye. Bye. Hope to see you again one day. See you. Первые же ребята, к которым я подошел, согласились меня с собой подвезти. Мало того, мы доехали до точки, которая дальше той, до которой я планировал вообще сегодня добраться. То есть мы в Португалии, на побережье. План уже, по сути, выполнил. Плюс ребята попались офигенные, молодые, общительные. Парень, рок-исполнитель со своей девушкой колумбийкой. Классно пообщались, подняли друг другу настроение. Единственное, жаль, что самые интересные диалоги не записались, потому что камера начала выделываться. Но ничего. Главное, что все осталось тут. Думаю, стоит подвести итог этому небольшому отрезку нашего путешествия. За 6 дней мы с вами преодолели плюс-минус 500 километров. Проехались по Андалусии, заехали на Гибралтар. Классный опыт. Спасибо, что были со мной эти дни.
Теперь начинается новый этап. Португалия. Никогда не был в этой стране. Кстати, нужно перевести время на час. И да, дальше больше.